Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Пламен Пасков, болгарский специалист на связи прямо сейчас. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас и вашу большую любознательную аудиторию, которая, наверное, начинает уже путаться в эти сложные времена. Слушайте, а акцент вообще-то смещается со стороны Украины в сторону Ближнего Востока? Или как-то все еще есть какой-то акцент по поводу Украины? Вот, я думаю, немаловажный вопрос. Да, друзья, все как обычно в нашем формате прямого эфира. Максимальное содействие ваше приветствуется. Как это выражается? Путем ваших тем, вопросов, мнений. В общем, будем их обсуждать в финальной части нашего сегодняшнего прямого эфира. Все как обычно. QR-код, который видите прямо сейчас на экране, это возможность прямо на экран написать во время эфира, чего хотите, если работает этот сервис, и канал поддержать. А так, заблаговременно, вдумчиво, да, с чувством, с толком, с расстановкой, можно оставить вопрос в клубе зрителей «Шелест». Это формат закрытого клуба, аудитория в телеграм-канале. Имеет такая, знаете, камерная атмосфера, имеет вот такую атмосферу. Ну и абсолютно открыто в сообществе YouTube. Также чаты трансляции, пожалуйста, оставляйте свои вопросы, очень интересно. Но в самом финале и в самом начале, естественно, задействуем вас, уважаемые друзья, которые не просто смотрят, а еще и пишут и общаются в чате. Вот просьба проголосовать в сегодняшнем опросе. Он звучит так. Почему Китай и Россия не вступаются за Иран? Варианты ответов. Они в теме и в доле. Это все, что происходит на Ближнем Востоке, в том числе и с ними, договорняк. Второй вариант. Они ничего не могут сделать. Ну вот прям ничего не могут сделать. Ну как что, войной на Америку пойти. В общем, настолько мощный и, как говорится, потужный Трамп с этими 2000 целей, что развели руками и говорят, все, мы, извини, Иран, да, Трамп попер. Ничего не могут сделать, беспомощные, бессильные. Третий вариант. Как это не вступаются? Вступаются, так бы Иран вообще не выстоял, и был бы вот это Тегеран за один день, и уже бы смели бы аятол и так далее. Вступаются, конечно, просто это все не видно. Как это вы выражаетесь, Пламен? Рыцари плаща и кинжала действуют тихо. И еще один вариант, что все стороны просто из этой ситуации извлекают выгоду. То есть время как раз такое, когда нужно получать бонусы от того, что происходит. Пока одни теряют, другие приобретают. Поэтому раньше времени куда-то влазить, торопиться смысла нет. Договорняка нет, просто все ситуативно используют момент. Вот такие 4 варианта. Есть над чем задуматься, есть над чем подумать. Какой бы вариант выбрали вы, Пламен, и что думаете вокруг начавшейся войны на Ближнем Востоке? Самый непопулярный вариант ответа я бы выбрал. Вариант номер 2. Могли бы, они бы что-то сделали. Выгодно это им? Нет. России, естественно, невыгодно, чтобы еще один, не то что союзник, а, скажем так, один из немногих политических субъектов, с которым есть уже взаимнообязывающий договор о там, военном сотрудничестве, взаимопомощи и всякое такое, где на самом деле, по-моему, мы в прошлом году это обсуждали, действительно интересный только пункт 3, согласно которому стороны обязуются не иметь и не помогать странам, которые воюют и проводят военные действия против другого участника этого договора. То есть, грубо говоря, если Украина воюет с Россией, либо Россия с Украиной, либо при полной взаимности, Иран не должен помогать Украине. Если Израиль нападает на Иран, Россия, соответственно, не должна помогать Израилю. Вот и все обязательства на военном уровне. Все остальное там, вообще-то, это лирика, это словоблудие, это краснословие, это краснословная болтовня, не более чем. Поэтому они не могут чисто логистически, чисто технически, что они могли, они уже сделали. То есть Китай постарались за этот период с 25 июня 25 года, когда закончилась 12-дневная война, наверное, до конца февраля 26 года предоставлять, продавать, отдавать и, грубо говоря, помогать, чем она смогла. По результатам мы это увидели. 5 дней разносит ПВО, коротко говоря, ПВО как такого нет. На это мы, наверное, подробнее сейчас будем обсуждать.
Мгм. То есть вы голосуете за второй вариант. Друзья, в общем, вы тоже проголосуете. Очень интересно, как в конце совпадет или не совпадет мнение с Пламенным. Но война-то продолжается. Более того, под ударом находятся страны Персидского залива, но они как-то вот не вступают в войну на стороне с Трампом, обещают подумать. А Трампу очень важно и нужно, чтобы Эмираты, чтобы все другие страны, которые как бы, они же пострадали, они же, по ним же бьют, да, по их территории. Правда, там удары приходятся на консульство, посольство и объекты американские, да, военная база в том числе. Но, тем не менее, как-то вот не шибко торопятся они туда, в эту пучину Ближневосточной войны. Что это означает, на ваш взгляд? И затянет ли Трамп, ну, чтобы непосредственно уже то ли к сухопутной стадии, то ли каким-то другим образом, ну, втянуть их на свою сторону? Втянуть их на свою сторону получится разве что на уровне вербальный, то есть ну, руководство могут говорить, что они на стороне Трампа. На самом деле везде в мире, где есть американские базы, мягко говоря, популярность Америки там не на самом высоком уровне. У нас в Болгарии есть 4 американские базы. Я вам так скажу, если какие-то аккуратные бомбежки со стороны Ирана, либо другого противника США попадет аккурат именно туда, чтобы не мешало остальным людям, либо окрестностям, то есть чтобы не страдали окрестности, то есть условия, если это будет точно и метко, ну, народ не то, что не будет против, а большинство народа будет злорадствовать и будет радоваться этому. Да, на официальном уровне будут извергать ужас какой-то, пункт 5 НАТО, давайте это самое. Те, которые кричат, не собираются туда ходить, и их родня не будет. То есть, это обычное такое лицемерие, как вот эти батальон Монако, которые постоянно призывают бой и война до последнего украинца против этого восточного вообще-то агрессора. Они в Монако, либо в других хороших местах, они оттуда. И они там не на фронте, и их родня не на фронт, и их класса даже, как имущественный слой по классовой теории Маркса, они тоже не на фронт, ни за что. Вот эти, именно так оно и будет. Даже сами монархи Персидского залива, они, знаете, был такой разговор с человеком, который, я знаю, он сейчас занимает далеко не последнюю должность, не буду даже указывать и подсказывать, но он был из города Запорожье, я с ним общался. Ну, это было 2015 год. И по роду деятельности своей он имел там дела и знакомства, даже можно, наверное, определить их как очень хорошие, почти дружеские знакомства с арабскими шейхами, в том числе и катарскими, и саудовскими. И он их спрашивает, наш человек из Запорожья: слушайте, ребята, ну как-то нельзя ли с американцами, чтобы как-то по справедливому, хотя бы 50/50 с этой нефтью, грубо говоря, такую интригу он разводит. Правда, они воспринимают это не как интригу, а всерьез и говорят: слушай, допустим, что его зовут Андрей, хотя его не зовут Андрей. Я специально говорю Андрей, чтобы не сказать, как его зовут, а могут его вычислить сейчас. Еще раз, он занимает далеко не последнюю должность сейчас. Ну, хоть не Ермак, на том спасибо, да. Да, допустим, Андрей, ты понимаешь, они сейчас у нас забирают 90% из нашей нефти. Если мы будем попытаться все это как-то пересмотреть, либо передоговаривать, они просто возьмут тупо все и даже нас будут бомбить. То есть, вот эти монархии, что саудовская, что катарская, что кувейтская, что любые другие, они прекрасно знают, что это их благоденствие, оно рассчитано, во-первых, на большое количество нефти и на небольшого количества населения. Там действительно населения не так уж и много. Соответственно, если монархи вот эту 10-ю долю они распределяют более-менее, скажем так, ответственно и с каким-то там, с любовью к своему собственному народу, почему бы и нет его так это сказать, вот у них, грубо говоря, пирамида Маслоу выглядит не пирамидой, и первый этаж для всех он обеспечен, что называется. Когда американские базы там их бомбят, если это аккурат американские базы, если это аккурат 5-й американский флот там базы, если без никаких таких коллатеральных,
так они вообще-то не сильно против. Поэтому они не будут запрягаться и не будут воевать с Ираном. Иран им более чем понятен и известен. Мало того, в Бахрейне большинство, 80% населения, оно шиитское. В Кувейте немалая часть населения, оно тоже шиитское. Кого еще там бомбили? Ну, в Объединенных Арабских Эмиратах сказать, что оно большинство шиитское, нет, но там шииты тоже присутствуют. То есть они относятся с некоторым ближневосточным философским пониманием, и тогда их слова говорят не то, что они думают, а их сердца диктуют не то, что слова говорят. Поэтому они на словах будут: ой, слушайте, да, мы вступим. А как они вступят? Сообщите. У Саудовской Аравии вся эта армия, ну, если можно ее назвать условно армией, особенно вот эта там авиационная армия, она с наемными американскими пилотами. То есть, опять же, Америка должна воевать с этими саудовскими, скажем так, летящими вот этими там самолетиками в сторону Ирана. Саудовцы там все равно не будет. Арабов все равно там не будет. У саудовцев вот такая она армия. Ну, так оно сложилось по времени. Поэтому и саудовцы не шибко хорошо им получается воевать с йеменцами. Судовцев 28 миллионов, йеменцы 23 миллиона. У саудовцев 10 раз больше денег и нефти и территорий. У йеменцев, соответственно, особенно хуситов, естественно, в 10 и больше раз меньше. Все равно на земле им не очень хорошо получается воевать. И мало того, йеменцы несколько раз бомбили, ну, там какие-то, скажем так, символьные аэропорты чуть ли не в столицу Эр-Рияд. Ну, если мне память, конечно, немножко там не изменяет. Поэтому эти ребята сейчас заступаться за Америку, за Израиля, ну, на словах, да, может быть. Вот здесь вот мы к ключевому подходим моменту. За Израиль, понимаете? Да. Сейчас в Америке прям серьезная дискуссия идет. Помните, была такая Марджори Тейлор Грин? Да. Она очень была очарована. Маговка она была. Она была очарована идеологией Трампа. Сейчас говорит, что с Трампом не то происходит. Он как бы сбрендил. Сбрендил Трамп. Потому что то, что сейчас происходит, то, как артикулирует, ну, и сам Трамп вчера на встрече с Мерцем, и Рубио там, и, ну, Венс, и все другие. Венс как бы человек немножко военный, он понимает, о чем речь, и говорит: не-не-не, ребята, не паникуйте, мы тут ненадолго. Ну, вот с этой операцией. Мы там все побомбим, разбомбим и уйдем. То есть никто там ничего не будет, успокойтесь. Трамп менее категоричен, но все четко видят, что каким-то макаром удалось Нетаньяху взять за тестикулы Дональда Федоровича и, в общем, управлять им. Вчерашние поклонники Трампа в шоке от того, что происходит. Ряд уже интересных конспирологических версий высказано о том, что чуть ли это не Эпштейн помог, ну, точнее, его дела и архивы. Что вы об этом думаете? И, ну, Трампом управлять это, конечно, сложно. Но, с другой стороны, можно и абсолютно дикое животное приручить, ну, тем или иным способом. Как это? Зайца научить курить. Понимаете, тут очень и очень интересный момент. И все очень на тоненькую. Ведь может развернуться вообще неожиданным образом. И вот эти погромы посольств в Ираке, например, да, протесты шиитов, армию, которую в Бахрейн перебросили для того, чтобы обезопасить от внутреннего, ну, такого серьезного протестного потенциала, как раз-таки, да, ну, королей, монархов, вызывает очень много вопросов, что можно, конечно, убить полностью флот, как Трамп вчера сказал, Ирана, можно разбомбить все цели, но ты запускаешь процессы, которые потом не способен контролировать. Под финал вашего первого вопроса был такой ключ по поводу там наземной десантной операции, будет ли вообще это такое. И сейчас, когда вы перешли на этот вопрос, указывая на Венса, да, у Венса есть настоящее военное прошлое, он котик, и котики это серьезные ребята, с серьезным настоящим боевым опытом, с пониманием дела. Если помните, когда мы обсуждали, ну, когда все еще шла там накачка, там подготовка ко всему этому действию, которое уже совершилось, которое многие думали, что не, это демонстрация силой, они там попыжатся и потом уйдут, ну, если напугают, если не напугают, тоже уйдут. Не так. И мы обсуждали, а вообще-то в чем смысл, в чем суть, идея, то есть какова цель занятия?
И таким образом мы приходим к ответу на ваш вопрос, и не только на ваш вопрос, Нетаньяху ли водит за нос Трампа, чтобы Трамп, скажем так, мышечной дубиной военной своей выполнил то, что нужно не просто Нетаньяху, а нужно то, что на рукавах под шевронами Израиля есть у некоторых израильских спецчастей, а именно карта Великого Израиля от Нила до Эфрата. Там карта есть, если, наверное, вы видели, на шевронах. А именно, что нужно Трампу? Ну, тогда мы обсуждали, что Иран наземной операции десантом не взять, по крайней мере, до Тегерана не дойти. Вопрос размера, логистики, количества населения, сложностей и много чего другого. То есть, с этими там 100-120 тысяч, которые сейчас собралось американских там бойцов, плюс вот эта максимальная мобилизация и участие Израиля, ну, наземную операцию не совершить. Однако, еще раз напоминаю, то, что мы в вашей передаче обсуждали, получается и случается именно то, что я тогда прогнозировал. Это уже не побоюсь даже и этого слова прогнозировал. Не просто предполагал, а можно сказать прогнозировал, что они все-таки совершат наземную операцию, которая будет иметь в цели захватить от 3 до 4 важнейших логистических объектов, грубо говоря, взять слона за причинное место, и все остальные части тела потом сами придут к тебе. А именно, порт Бандер-Аббас, остров Харк, рафинерия Фабандан и полный контроль над самим Ормузским проливом для того, чтобы обеспечить ему проходимость, то есть пропускательная способность, чтобы сохранилась. Он, конечно, пока что, ну, мягко говоря, не сильно пропускной. Во-первых, в силу того, что несколько там подожгли, несколько там потопили, и страховые компании просто не хотят рисковать. И того за эти последние 5 дней я смотрел, вошло в Ормузский пролив, то бишь Персидский залив, 23 танкера, а вышло пару-тройку сотен. То есть те, которые смогли, вообще-то быстро пытаются унести ноги из этого скверного места, небезопасного, соответственно, со всеми вытекающими по поводу там страховки, фрахты и так далее и тому подобное. Но хватит ли эти силы у Израиля и США для наземной операции именно такого локализованного акупунктурного уровня? Я думаю, что, скорее всего, да. Мало того, наземная операция будет и с точки зрения того, что сейчас они проводят, как вы только что напомнили, работу рыцарей, плащей и кинжала, и пытаются заполучить иранских курдов. Их вооружают, их финансируют, им помогают, чем они могут, для того, чтобы они подключились в качестве наземных, скажем так, сухопутных сил, дополнительных, местных, для того, чтобы то, что им нужно, совершилось. Но если они действительно возьмут под контролем вот эти от 3 до 4 точек, еще раз, Абандан, Харк, Бандер-Аббас, Ормузский пролив, это означает, что у Ирана вся экономика останавливается, денежные потоки останавливаются, внешние приходы останавливаются, и с энергетикой, мягко говоря, оно и так было не сильно густо, становится просто катастрофически плохо. И таким образом можно шантажировать любое правительство Тегерана, любой новый рахбар, что тот, который временный был, что тот, который сейчас выбрали сына Али Хамени, Муджтаб Хамени, любого можно шантажировать. Если вы хотите экономически сообщаться с внешним миром, не получать какие-то бабки, чтобы содержать и вообще-то управлять, заниматься управлением страны, выполняйте условия 1, 2, 3, 4, 5 и 6, которые мы вам выставляем. Иначе мы вам перекрываем воздух полностью. Нефтяной, финансовый, энергетический, газовый воздух мы вам перекрываем, потому что это и есть те 4 точки, которым все сказано. И на эти 4 точки у них сил есть. Поэтому, если кому-то кажется, что Дональдом Трампом руководит Нетаньяху, это вопрос, конечно, немножко лирический, конспирологический. Вполне это возможно, что есть и такое, но Израилю действительно нужно довести руководство Ирана до изменения модели поведения. А изменение модели поведения, они, как вы видите, не жалеют ни сил, ни средства, ни самолеты, ни налеты, ничего они не жалеют для достижения этой цели. Они прекрасно понимают, что без наземной операции это совершить невозможно. Кстати, у них есть некоторое распределение труда, как примерно это было, шутили в старых учебниках политэкономики, там система Совет экономической взаимопомощи, распределение, кто что делает. Если американцы
рубят по побережью и по военно-морскому флоту, и по этой там прибрежной инфраструктуре, то израильтяне бомбят структуры внутри по этим целям. Там количество целей сотни, которые уже поражены, налетов там 1250. Вот вчера читал или слышал какие-то там сводки, я не знаю, насколько они правдивы, потому что, естественно, исходит из уст, скажем так, заинтересованной стороны и Амеру и израильской, которые пытаются представить это как мощнейшие категорические решительные победы. Факт в том, что действительно они сейчас летают над Ираном практически вольготно, не опасаясь никакого ПВО, по причине того, что ПВО, если и было, оно было уничтожено, радары уничтожены. Любая система ПВО, даже если ты ее не уничтожил, а уничтожил только радар, она, вообще-то пользоваться ее невозможно. Соответственно, они это свое дело сделали. Военно-морские силы Ирана даже какой-то там опять военный корабль в Индийском океане они там подловили и даже там уничтожили. То есть по поводу военно-морских и военно-воздушных и ПВО сил Ирана им можно не беспокоиться. Их либо уничтожены и заблокированы, либо они приведены в состояние негодности и невозможности работать из-за отсутствия радаров. Однако вопрос остается. Как с наземной операцией? Бандер-Аббас, если посмотрите на карте, во-первых, объект относительно не маленький, там пару-тройку тысяч человек, и даже 10-15, и даже 20-30 тысяч человек, наверное, не так уж и просто взять под контролем. И вот это окружающее, мягко говоря, недружественное население, там тоже. Там без внутреннего предательства на уровне внутреннего этнического сепаратизма с курдами, с белуджи, вполне вероятно попытаются и азербайджанцев подключить, либо арабов побережья, которые на Персидском заливе. То есть они будут работать опять технологии «разделяй и властвуй». Иначе у них не есть... Смотрите, опять-таки, тут же тоже очень важна устойчивая система. Устойчивый тест, стресс-тест иранская система прошла. Шок-тест, я бы сказал. Не стресс-тест, а шок-тест. Во-первых, потому что... Да, там уничтожаются лидеры. Вроде как, опять, информация только с одного источника, там, Iran International, это такая специфическая история, что сын Хаминеи станет новым аятоллой, что, наверное, логично, да. И, тут тоже очень интересно, как в Ксире, что происходит. Там уже одного предателя хватанули в Ксире, да. То есть одного из генералов схватили и посадили, потому что, то есть многие сравнивают с Венесуэлой, но вещи-то несравнимые происходят, абсолютно. И, конечно, можно смеяться, но там, вот смотрите Мадуро, вот смотрите Хаминеи, но Иран выстоял. То есть, да, потеряли флот, но через Ормузский пролив могут не пускать легко. То есть рельеф Ирана не приспособен для вот этого начала. Я вот о Венсе как бы с вами забрасывал вам удочку. Financial Times сегодня написали о том, что он 72 часа молчал, Венс, и только потом, вот вчера вечером по нашему часовому поясу вышел и начал там комментировать, когда все напропалую хвалили Трампа, какой он молодец. И вообще вот понеслась вот это, все цели спецоперации будут выполнены. Они же там СВО, а там ССО, да, то есть операция тоже одинаковая. То есть риторика такая точно. Мы не начинали, но мы это закончим. То есть все как бы люди не просто так, они вот наблюдают, это прям вот действительно как вот Путин 4-летней давности, и вот такая вот накачка и риторика уже от американцев. Люди, на самом деле, многие, они растерялись, потому что Трамп, вот если ходит как утка, крякает как утка, так это же и есть утка. Получается, Путин просто опередил вот эту политику, которая становится модной. Единственное, что не уничтожается верхушка в Украине, об этом тоже сейчас много говорят. Но тут другой интересный момент. Значит, так выглядят заправки в Германии. 2,6 $. Заправки. Это просто заправки обычные. Да, то есть... Было 1,57, стало сразу на 2,1, да. Евро, а в долларах это 2,6. Да, евро, да. То есть, понимаете, Ормузский пролив, он, в общем-то, дал о себе знать. И многие задаются справедливым и правильным вопросом. Подождите. Вчера Шмерц был у Трампа, а что ездил?
рассказать о том, как Европа привержена действиям Трампа и какой он молодец. Они просто попали, не знаю, пальцем в пятую точку. Да, эти европейцы, эти, скажем так, люди, которые окружают Мерца, сам Мерц. Почему? Потому что испанцы сказали: нет, пожалуйста, там, без нас. А Трамп на них взъелся вчера и говорит: испанцы такие-сякие, я прекращаю с вами торговлю. А утром Испания проснулась и сказала: ребята, ну, во-первых, там есть политические фигуры, там вице-премьер, да, кстати, фамилия у нее такая интересная, у вице-премьера Испании. Ну, как не имя, а фамилия, как, помните, Навальную называли? Йоланда. Вот выходит Йоланда и говорит: мы не хотим с государством-агрессором иметь дело. Ну, она так политически высказалась. А в целом, как бы там очень рационально и четко ответили Трампу. Мол, вы можете с нами не торговать, но мы-то с вами и не торгуем. С вами торгует Евросоюз. Это Евросоюз нам устанавливает, что, как, вот эти отношения. Вы не можете нас вычеркнуть. И как бы сразу раз и подставляет Евросоюз под вот этот замес, у которого бензин дорожает, который Мерц проблеял какую-то непонятную ахинею по поводу Украины, о том, что нет, мы там должны вот Украину поддерживать и Америку поддерживать в Иране. То есть это катастрофический удар. Когда у тебя дорожает топливо, в Украине уже там прогнозируют, по 100 гривен литр будет. Вчера было 80 по прогнозам, сегодня уже 100, потому что 130 гривен в Германии. Ты понимаешь, что это кровь войны, что ты не навоюешься, не назащищаешься. Плюс раскол жесточайший внутри Европы, когда бесхребетный Мерц не отстоял нормы ценностей Европейского Союза, хотя, по идее, должен был, но нет. Как вы, вот с этого ракурса, если посмотреть на ситуацию, которую учудил Трамп в Иране, как она выглядит теперь для европейского континента? Скверно выглядит. Вот эта пятая точка, это есть пятый пункт договора о НАТО. Потому что то, что сделали Иран по поводу базы Акрутири, Акрутири – это не Кипр, это географический Кипр. Юридически Акрутири – это Британия. То есть Британия член НАТО, вот вам получили по кумполу, значит, соответственно, нужно задействовать абсолютно все эти члены НАТО. И кто вы думаете, что встал в строй и сказали: если США попросят, то мы примем участие в войне с Ираном? Это сделала Литва. Президент Астас Кайсгиритте, понимаете ли. Остальные все врубили заднюю, сказали: слушайте, моя твоя не понимает, мы не знаем, мы здесь посоветуемся, мы вообще-то, что это такое, вы там, понятное дело, за что воюете, а мы-то за что там будем воевать? Мерц, ой, не Мерц, а Макрон. Макрон тоже получил вот эта французская база по кумполу, соответственно, они тоже возбудились и сказали: а мы вам Шарль де Голль как сейчас отправим, как вы увидите, что у нас это за авианосец, и как, ну, я вам скажу, Макрон это действительно, конечно, специфически по-французски, но речь идет о другом. Речь идет о Парсе. Парс – это парское газовое месторождение, которое, естественно, в Персидском заливе. И, соответственно, тот, кто будет контролировать побережье Персидского залива, соответственно, будет иметь потом отношение к, условно назовем это так, поствоенному восстановлению Ирана, побережье Ирана. Другого Ирана никто восстанавливать не будет. И Макрону сильно не безразлично французское участие французского титана «Эльф» по поводу левантийского газового месторождения, которое в Средиземном море, но которое тоже является, ну, скажем так, таким немножко предметом торга по поводу того, кто сейчас будет участвовать и как они будут подключаться. А остальные европейские страны, ну вы правильно сказали, мы вообще-то Украине толком вообще-то количественно помочь не можем. У нас склады опустошены, у нас с энергетикой плохо, с деньгами плохо, с долгами плохо, с производством плохо, мы намерены, планируем воевать с Россией, а здесь внезапно Иран, ну, слушайте, ну, хотя бы с Ираном вы там не сможете сами повоевать, что ли? Ну, мы от Ирана что получим? Понятное дело, что от Ирана хотят получить Америка. А Америка
то есть Трамп, когда вы говорите там Нетаньяху и прочее, ну, не вы говорите, вы процитировали те, которые так говорят, ну, там для Трампа мало того, что сухопутная или наземная операция локальная вот этих 4 точек, она ему нужна для того, чтобы поменять политическое поведение Ирана. А в какую сторону нужно поменять политическое поведение Ирана для Дональда Фредовича Трампа? Ему какая разница, какая у них будет баллистика? Да никакая, это нужно Израилю. Ради Израиля, да. Ему какая разница, будет ли или не будет у них атомное вооружение, у Ирана? Но это опять угроза в сторону Израиля. То есть ради Израиля, да. Ему какая разница, будут ли у них там прокси в регионе. Но опять же, это касается единственно и только Израиля. Ради Израиля он немножко готов там потрудиться и сделать. Главное, что нужно Трамп. Помимо того, что публично заявлено, что вот эти там пункты, которые тревожат Израиль, и Израиля можно понять. С этим даже спорить не очень разумно. Ему нужно заполучить нефть и газ Ирана на условия Америки, как он заполучил венесуэльскую нефть на условиях Америки. Никто не остановил добычу в Венесуэле, никто не прекратил. Только вот эти танкера должны быть уже политически правоверных компаний, правильных компаний и на пользу Соединенных Штатов Америки. Если это будет немножко или даже немножко не на пользу Венесуэлы или Ирана, это проблема и Венесуэлы, и Ирана, как военно побежденные страны. А главное, что иранская нефть и газ не должна больше попадать ни капельку в сторону Китая. Мы прекратили венесуэльскую, должны прекратить и иранскую. И для того, чтобы иранская нефть и газ не пропадала, значит, мы должны, Америка, должны все это заполучить. И если Китай закупал у Ирана на минус 45%, скажем так, скидки, мы Ирану дадим те же самые 45% скидки, вернее, купим, Иран нам даст эти 40%, либо 40 на 5% дороже мы готовы купить. Но если Иран будет слушаться и будет выполнять требования по ядерной программе, требования по политическому поведению, требования по поводу баллистики и требования по поводу прокси-армии в регионе. Вот эти 3 требования, если Иран выполнит, мы, Америка, выкупим у них абсолютно все это органическое добро на 5% дороже, чем Китай, что все равно на 40% дешевле, чем мировые цены, и Иран уже должен слушаться. Если Иран будет слушаться, Иран будет не так плохо, как сейчас. К этому подключат курды, к этому подключат, кстати, курды. Они даже и в Ирбиле, то есть в иракском Курдистане, лупили конкретно, аккуратно, можно сказать, иголочным образом, действительно, только по американским активам и объектам. Иранцы, я имею в виду. То есть они не лупили по жилым кварталам, где проживают обычные нормальные курды. То есть они не лупили по жилсектору, что называется. Они против курдов, то есть Иран четко настаивал показывать на то, что он воюет не с курдами, он воюет не с бахрейнцами, он воюет не с арабами, саудовскими там, или Объединенными Арабскими Эмиратскими там, или кувейцами. Он воюет с американскими активами, американскими интересами, американскими адресами и американского вооружения, которое вы допустили на вашей территории. С этими 7 странами Иран воюет не со странами, а воюет с американскими точечными присутствиями там. И пока что неплохо получается на самом деле. Несмотря на то, что, как вы правильно заметили, по воздуху, по ПВО и по военно-морским силам у него уже плохо, а вот с пусковыми установками ракет, похоже, плохо, но не так сильно плохо. Поэтому все равно запускают. Причем с неплохим, можно сказать, успехом. Если они так напугали, что даже кувейцы 3 F-15 Striking Eagle смогли вообще-то... С перепугу. Да. С перепугу, да. Friendly fire, что называется. Знаете почему? Когда смотрели на вот эти кадры, я имею в виду на фотографии, сразу бросилось во внимание того, что силуэты на этих фотографиях F-15 действительно сильно напоминают на МиГ-29. То есть, предположительно, они подумали, что там недоистребленные МиГи иранские летают, и поскольку силуэт, там арабы в Кувейте, скажем так, ребята не сильно разборчивы в этом плане, решили, что это, наверное, МиГи, и их рубанули. И оказалось, F-15 Eagle, Striking Eagle, это очень хороший самолет. Это... Хорошо падает. Вот понимаете, в чем дело? Сегодня тоже прошла информация, но опять-таки, сейчас информации очень много такой ложной, да? По поводу того, что поразили какой-то корвет американский в море.
Ну, то есть Было дело, да. иранцы сообщили, то есть и вот было поражение. Понятно, Линкольн что... прямо поражали. Какой корвет? Прямо Линкольн Ну, вообще-то. Линкольн это вчера, это вот сегодняшняя информация, что поразили какой-то корабль. И Америка не подтверждала, видеоподтверждения, собственно, нет. Да и видеоподтверждение легко можно смонтировать с помощью искусственного интеллекта, с помощью там, видеоигр и прочего. Это мы тоже понимаем. Сейчас идет достаточно серьезная война компроматов и определенного ужаса. Но если перемещаться непосредственно ближе к украинскому вопросу, как вообще, какое место Украина занимает, да, вообще по происходящему. Сегодня видео распространяет, внимание, РБК Украина, да, якобы из Дубая. Значит, вот, собственно, это видео, да, вот, показывают нам обломки дрона Герань-2. Вчера нам показали о том, что в шахеде, классическом шахеде иранском, антенна Комета М. Сегодня нам показывают прям обломки с серийным номером Герань-2. Мол, смотрите, русские вот там есть, и вот это к вопросу о том, что помогают, не помогают, каким образом. И, соответственно, вот эта вот тема, 2 дня ее качает Зеленский, о том, что давайте отправим наших бойцов ПВО. Мы-то отправим, только вы, пожалуйста, договоритесь, да, о том, что перемирие где-то там на месячишку организуйте, страны залива, с Путиным, чтобы Путина уговорите. Как выглядит украинское урегулирование в этом вопросе? Потому что, опять, я вас призываю быть максимально над ситуацией. Я понимаю, это сложно. Но вот мы имеем катастрофическое положение Украины в военном, военно-политическом, социальном, экономическом смысле. И заход на 5-й год, 6-й, 7-й, 8-й, или как некоторые там, Зеленский сам, там некоторые другие люди говорят, 3 года еще повоюем, и тогда вот Россия начнет сыпаться. Это нереально. С такой ценой на бензин, да, вот мне тут в чате пишут, вот, Шелест, неправда, там, по 2 евро. Типа не 2,60, не 2, ну подождите, то есть подождите еще полдня, то есть, да, ну хорошо, по 2 евро сейчас литр горючки. Нечем заправлять технику, нечем воевать. Каждый выстрел станет дороже, каждый киловатт-час где-то в поле в генераторе, который там будет дороже. И так денег не хватает на войну в Украине. Поэтому это нужно заканчивать и должно потухнуть ситуация в Украине в военном смысле вот прямо сейчас. И тут вы будете, наверное, улыбаться, Пламен. Все как нельзя лучше вкладывается в месяц дедлайна Трампа. Помните, я Аксиос писал? Месяц Зеленскому. По поводу этого шахеда, оказывается, я даже был удивлен, что американцы показали фотографию пуска своих, заметьте, американских, но герани-подобных дронов под названием «Лукас», у которого там приемная антенна Starlink, соответственно, этот зверек будет сильно более опасным и так далее. То есть, это герани-подобность, либо шахеда-подобность, либо вот эта форма крыла и изображений, она уже не должна вводить никого в заблуждение. А касательно того, как Украина продержится в условиях того, что все взгляды, все бюджеты, все подачи оружия, все подачи ресурсов, они направлены, естественно, в сторону Ближнего Востока. Во-первых, замечание у вас, мягко говоря, правильное. А во-вторых, есть шикарные материалы, которые я читал в Фриборе, наверное, сильно такой неприличный ресурс для украинских анти-зет-патриотов, либо там сведомых и так далее. Но все-таки Рыбарь почитайте в Телеграме. Там есть именно экономика. То есть, пока Америка и Израиль рубят и лупят по Ирану, Иран орудует, скажем так, вооружением, которое заставляет, мягко говоря, истощать бюджеты. Потому что, понятное дело, ХЭЦ-3, ХЭЦ-2, понятное дело, ТАП, железный купол, даже и говорить не приходится, и все остальные системы
для того, чтобы избить что-то стоимостью несколько тысяч баксов, в лучшем случае несколько десятки тысяч баксов, у них разброс расхода на ракеты начинается от нескольких миллионов, то есть это не на порядок, это на 3 порядка. То есть на 1000 раз больше ты должен тратить боеприпасы по цене для того, чтобы предположительно сбить то, что, может быть, и не собьешь. Ну, вот в чате люди пишут, там пару тысяч долларов, да, стоят, а там 100 тысяч долларов. Ну, это шахеты Лукас, если сравнить, да? А не, я даже не про шахеты Лукас, хотя вы правы. Там вот опять же в 100 раз, что называется, разница, безусловно. Я про то, что иранская баллистика для того, чтобы ее сбить, либо там иранские другие там дроны, которые они запускают в сторону Израиля и других, их нужно сбивать вот этими передовыми технологиями, которые боеприпасы один стоит 1000 раз больше, а их надо запускать по несколько для того, чтобы шансы увеличить, и все равно пропускают. То же самое, кстати, действительно по поводу военно-морских сил и по поводу цены налетов. То есть один день одного авианосца США стоит несколько десятков миллионов баксов, даже если он не воюет. Просто один день этого авианосца. Там их 3 авианосных группировок. А когда они начинают расходовать вот эти ракеты, это ужасная, огромная, страшнейшая, действительно ударная сила, но она рассчитана на краткий срок, потому что, сами понимаете, что склады вот этих авианосцев, они не бездонные, они не безграничные, и очень хорошо, четко зафиксировано. У этого 138 ракет там... Томагав, у этого столько-то, у этого столько-то. То есть там не какие-то тысячи, либо десятки тысяч. А у Ирана есть ракеты, у Ирана есть проблемы с пусковыми установками. Но в 12-дневной войны у них было 1500, из которых больше 80% было уничтожено. Если сейчас они этот вопрос учли и заблаговременно сделали кратно больше количество пусковых установок, чтобы кратно больше сохранить для запусков, то это означает, что у Ирана вот эта битва на истощение ресурсов и подвоза техники, она сыграет очень плохую шутку именно Израилю и США. Знаете, у нас в Болгарии гражданский аэропорт Софии захватили американские военные самолеты. Захватили в буквальном смысле этого слова. То есть они даже не просто оттеснили гражданские там стоянки, то есть все полеты прекращены, они оттеснили даже VIP, и не только VIP, very important person, то есть, а и президентские, и институциональные. То есть никто в Болгарии сейчас летать не может. И сразу возникает вопрос, почему у нас в Болгарии есть 4 американские базы. Чего они со своими этими зверями не летают, не делают посадку, не занимаются на своих американских аэропортах в Болгарии? Потому что там экстратерриториальные такие базы, юрисдикция Болгарии там только номинально, даже приблизиться, сфоткать ограду не можешь, расстреляют к чертовой матери, что называется. То есть чистая военная оккупация. И возникает вопрос, что они делают на гражданском аэропорту, когда у них 4 американские базы здесь в Болгарии, одна немаленькая американская база в Косове, Bond Steel Camp, и одна, которая сейчас строит тоже немаленькая в Румынии. Что? Прячутся, Пламен. Ну как что? Ну вот смотрите, война же, она абсолютно поменялась. Вчера же давали информацию иранские СМИ. Опять, это все очень с оговорками, потому что мы видим, что много информации ни израильских, ни иранских СМИ не подтверждаются. Но тем не менее, они говорят, вот вы бьете по отелям в Дубае, да? Или там в Бахрейне конкретно есть случай, конкретно зафиксированный случай. Удар в Бахрейне пришелся по отелю, а там были американские солдаты. Они из базы отправились в отель, типа отдыхающие. Ну, то есть... Поэтому история с тем, как... Ну, вот я много раз об этом говорил, и с вами мы общались, да, вот пример вот этой украинизации войны, он же налицо. Почему? Потому что, конечно, классно было бы, если бы вышли в чисто поле, ратные молодцы, повоевали бы друг с другом, а потом зашли победитель в город и уже устанавливали свои порядки. Нет, они сидят по норам городским, в этих городских джунглях. Что мы сейчас видим это на войне в Украине? Что мы это видим сейчас? Они, конечно, а куда им деваться, с баз уходить? Они вот в отельчик. Ну, по отельчику тоже прилетело.
То есть тут вопросы, конечно, как узнали, действительно ли там разведка, или это просто сказали ради того, чтобы сказать. Но я, например, как украинец, и там человек, который мы следим за украинской войной, я не удивлен, если это будет правда. То есть эта информация не шокирует уже. Она может шокировать, конечно, европейца, американца, что как это вот он с базы пошел в отель, а туда прилетело. В Украине нормальное явление. Нет, конкретно в нашем случае причина оказалась достаточно такая прозаическая, но совершенно другая. Вот эти самолеты огромные, это стратотанкеры, как раз именно эти заправочные, они действительно огромные, они нуждаются в огромном количестве заправки топливом, керосином для того, чтобы раздавать. В Болгарии есть только 2 аэропорта, у которых есть эти огромные нефтяные, круглые емкости, которые я показывал, по-моему, у вас не показывали, но можно найти на острове Харк, можно найти в порту Бандера-Бас, вот эти кругляшки, которые указывают на то, что там огромное количество горючего можно собрать. Такие огромные емкости горючего у них на американских базах нет. Естественно, было нарушено. Ничего очень, им просто было надо. Они, естественно, было нарушено. Ничего очень. Им просто было надо. Они сказали циц, всем убраться и сделали посадку. И ни один болгарское должностное лицо какое-то, ни один болгарский политик, кроме оппозиционеров, конечно, оппозиционеры сразу возбудились и стали кричать, что как это военная оккупация. Да, это военная оккупация в чистом виде, причем натуральном. И да, это действительно люди купили билеты и должны были летать туда-сюда, либо прилетать в Болгарию туда-сюда. Они не могут это сделать, потому что аэропорт не работает. Туда не пускают гражданские вообще-то самолеты вообще, от слова совсем. И они занимаются своими делами. Они у этих танкеров огромных, они действительно там несколько десятков метров в диаметре, и там их, на карте можно их посмотреть, не буду сейчас их описывать. То есть там единственное место, где они могут заправиться вот эти большие звери, для того, чтобы, улетев туда, участвовать в этой там воздушной заправке. В чем логика? Логика действительно очень такая, чисто техническая. Когда самолеты, груженные большим количеством боеприпасов, я имею в виду израильские, там F-16, F-15, и так далее, либо американские, они взлетают с минимальным количеством топлива для того, чтобы взамен веса этого топлива взять с собой вот это боеприпасы и, отстреляв эти боеприпасы, поскольку у них топлива, естественно, не хватает вернуться, они дозаправляются в воздухе для того, чтобы решать чисто технически вот эти... Да, Пламен, у нас... Вот такая ситуация. Сразу просим прощения, что-то вылетел интернет, видимо, страшные вещи говорите. Грузим, так сказать, прослушки разных стран. Поэтому там на мгновение пропал ваш, собственно, монолог про самолеты. Но суть, в принципе, понятна. Да? Суть понятна, друзья. Мы в прямом эфире. Напишите плюсик в чат, что все хорошо. Да? То есть прямо сейчас там со звуком что-то нет. Звук-то есть, вопрос был в интернете. На секундочку нас выбило из трансляции как раз-таки в разговоре об этом всем. Поэтому, собственно, пожалуйста, будьте добры, маякните, что вы здесь, и мы здесь вместе. Да, плюсики полетели, все, спасибо большое, друзья. Продолжим. Все-таки давайте на Украину развернемся, чтобы вот зафиналить эту историю. Как повлияет происходящее по Украине? На Украину происходящее на Ближнем Востоке. И то, что мы сейчас слышим от Зеленского, это мантру, это же четкая методичка, выписанная ему его вот этими товарищами, которые его обслуживают орально, имеется в виду риторически, рот, чтобы, собственно, его, Зеленского, да, изрыгал грамотные модули смыслового блока, что Путин показал, какой он союзник, ничего не может, не уступился. И фактически мольбы о том, что давай, Орбан, договорись о энергетическом перемирии. Шейхи, договоритесь об этом перемирии. Вместе с этим мы видим, что последствия могут быть, и они уже прям на горизонте, они уже вот прям впритык, но серьезные. Орбан не дает, и вчера написал Еврокомиссию письмо, пока дружбу не запустите, никакого разрешения не будет. Цены и ценник войны для Европы растет. Ситуация в Европе такая острая.
вокруг дальнейшей поддержки уже как бы обезжиривание Европы происходит. Трампа это не то, что не заботит, это одна из его целей, чтобы Европа платила больше и, собственно, дальше раскошелилась. Не Украине, так по энергетике, не по энергетике, так еще где-то. То есть, фактически, геополитически мы видим, что пострадавшая Европа устраивает многих больших игроков. Ну, а эта войнушка в Иране, я так полагаю, ну, по крайней мере, видно по заявлениям, что ее открутят, прикрутят. В общем, американцы думают, что они это все контролируют. Да? Какие перспективы урегулирования в Украине? И будут ли переговоры, намеченные на 5-6 в Абу-Даби? Ну, понятно, их там не будет в Абу-Даби, а где будут? А будут ли вообще? А какой смысл вести переговоры, где Уитков и Кушнер с тобой раунды проводят, а потом, как оказалось позже, это было прикрытие, ширма для того, чтобы ударить по стране, которая ведет переговоры? Ну, понимаете, хорошие отели все равно, хорошие безопасные отели все равно найдутся. Естественно, не в регионе. На худой конец, конечно, и в Монте-Карло можно, и везде можно, если будет на то желание. Где им заблаговолится, где лучший уровень сервиса, где лучший уровень безопасности. Раньше считалось, что таким оазисом и комфорта, и люкса, и безопасности был Абу-Даби и так далее. Оказалось, что это уже не так. Ну, найдут другое место. Я думаю, что переговоры будут, знаете почему? Потому что интересно, посмотрите, кого практически почти не подключили в этой ближневосточной заварушке, даже на уровне какого-то там ангажемента, какой-то там позиции. Мы прошлись по Испании, мы прошлись по Мерцу, по Макрону, ну, Италию, если нужно, можно, конечно, вспомнить. Кипр там, ну, можно пройтись по многим. А здесь, как в этом фильме, а ты суслика видишь? Нет. А он там есть. А кто этот суслик? Да Великобритания это суслик. Что она там сказала? Как она выступила? У нее там есть интересы? Она вообще-то будет помогать Соединенным Штатам Америки и Израилю, либо будет, ну, там втихаря там чем-то другим заниматься. Великобритания продолжает оставаться сильно сфокусированной, сильно концентрированной и сильно ангажированной именно украинским казусом, наверное, просто потому, что то, что мы в прошлый раз обсуждали в качестве рабочих гипотезов наподобие Макрона, им важнее получить компенсацию за то, что они потеряли свой 100-летний договор, который был даже ратифицирован 17 сентября 2025 года. А вот по поводу Ирана, наверное, им понятно, что они оттуда ничего не получат. Там есть заинтересованные принципалы и Израиль, которые хотят безопасности, они не обязательно хотят получить какие-то иранские какие-то ресурсы. И есть Америка, которая это делает, но которая хочет получить эти иранские ресурсы, чтобы они не шли в сторону Китая. В Великобритании от этого тепло или холодно? Ну, на самом деле, немножко холодновато, потому что очевидно, что все американские ресурсы, они уже начинают даже признаваться, что у них, ну, мягко говоря, с некоторыми из этих производств дела плоховатые, потому что, знаете, раньше... Что значит раньше? До 24-25 год томагавков завод-производитель производил от 72 до 85 в год. В год томагавков. А они-то здесь тратятся это количество меньше, чем за 15 минут, за полчаса максимум, что называется. И сейчас они намечают сделать производство, которое будет производить от 1000 до 4000 томагавков в год. Но это же намечают, это же планируется, это же не сделано, это же не заработало. Поэтому готовность США, я не знаю, какие у них склады, какие у них способности. Если США будут проводить вот эту операцию на Ближнем Востоке, скажем так, недельки 3-4, вот 5 дней уже почти прошло, недельки 3-4, им обязательно придется обеспечить ровно таким же воздушным круглосуточным мостом с этими большими самолетами грузовыми, что называется, как они делали во время войны Суднего дня, когда они путем этого круглосуточного воздушного моста заправили Израиль всем необходимым танками, боеприпасами, самолетами, ну, коротко говоря, всем, потому что ресурсы государства Израиль тогда исчерпались меньше, чем за 48 часов. Были уничтожены, были сгорены, ну, коротко говоря, нечем воевать. А Сирия и Египет прут и прут. Соответственно, Америка тогда это сделала. Сейчас вполне вероятно придется или уже пришлось
Америка сделает то же самое по поводу своего же собственного снабжения. И почему я так говорю? Потому что у нас было 12 таких самолетов в аэропорту Софии. Я опять же Софии, потому что подробно об этом знаю. А вот сейчас прилетело еще 4-5 новые. Вот эти старые, они улетели, причем в сторону Ближнего Востока разгружаться. А новые прилетели не со стороны Ближнего Востока, а со стороны Америки. То есть Америка увеличивает вот это количество, и они, очевидно, будут заниматься вот этим сейчас. Буквально будут заниматься. Поэтому что останется Украине? Украине останется одна Великобритания. Великобритания, которая будет настаивать на то, чтобы Зеленский ничего подобного не подписывал, территориальный вопрос не разрешать, другие острые, последние пару-тройку, ну, на самом деле, главнейшие, естественно, вопросы не решать и не разрешать. Кто там у нас? Залужный. Залужный, мы скажем ему, что он скажет. Да, он следующий, но на самом деле вы правы, часы тикают и для Зеленского. Ему Трамп уже обозначил, и нам он обозначил 3 дедлайна. 4 июля, 14 июня и 15 мая. 15 мая, как сами понимаете, уже не так уж и далеко. А вообще-то сейчас в марте, если помните, был еще 5-й дедлайн до 24 февраля. Трамп говорил Зеленскому, что он должен озвучить дату референдума и выборов. Он их озвучил или я что-то пропустил? Я думаю, что Трамп об этом напомнит. Да, ну, знаете, как это, да-да, нет-нет, видно, что Зеленский виляет, что это прям очевидно, он говорит, а я могу не пойти, а что будешь делать, поеду кушать в Грузию, там же кухня хорошая в Грузии, понимаете, какие у него мысли, какие у него там шутки, что у него в голове. Друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Они вот такие. Почему Китай и Россия не вступаются за Иран? Вот как распределились голоса. 11% считают, что они в теме и в доле, и это договорняк Китая, России и Америки. 18% они ничего не могут сделать, ну, типа беспомощные, то есть, а что они могут сделать? Ну, вот так вот, да. Ничего не могут сделать. Ваш вариант, кстати, который вы говорили в начале. 34%, как это не уступаются? Вступаются, просто, во-первых, так бы уже все рухнуло, а во-вторых, это делается тихо, да, тихо, без вот этих всех криков о том, что «Рамштайн, давайте соберем коалицию желающих». Ну, а победил вариант, что все сейчас извлекают выгоды, максимально тянут одеялко на себя, контракты, фьючерсы, все сейчас ориентируются исключительно на это. А потом посмотрят, за кого вступаться, не вступаться, когда уже поймут диапазон своих выгод. Спасибо, друзья, что проголосовали. Спасибо за такой взвешенный, трезвый, циничный немножко, но, наверное, справедливый взгляд, особенно в контексте такой большой войны и того, что из себя представляете. Что скажете, Пламен? Я единственное, честно говоря, может, у меня со зрением что-то не то, либо, скажем так, я что-то не знаю, и то, и другое охотно допускаю. Я не могу увидеть ни одну выгоду для России, и не могу увидеть ни одну существенную выгоду для Китая от сложившейся ситуации. А я для них вижу только ущерба, я недополученные выгоды. Я вам скажу, ну что вы начинаете? Ну, подождите, это же тоже обсуждается в экспертных кругах, Пламен. Значит, выгоды для России очевиднейшие. Видите, как Орбан качает дружбу? А там не только Орбан, а там и Турция, и поток вот этот балканский, а там, глядишь, у немцев, это сейчас Мерц такой мерзающий, а так, если разобраться, даю вам прогноз, вот даже не прогноз, а как это, пророчество. Сейчас на днях выйдет, еще на этой неделе прям выйдет Вайдель из АДГ, и опять рубанет какой-то спич, который поднимет всех, градус политического накала в Германии, там, очередной всплеск. И будут настаивать, чтобы запускали Северный поток. Там же один целый, и запустят, я вам так скажу. То есть, если продлится эта война, и это действительно война будет такая, с перестрелками, и будут ломать Иран через колено долго, Германии придется запускать потоки. Придется. Они же все, как говорили, СПГ, будущее, ага, трубный газ будущее. И все сразу быстренько вспомнят, как они качали из России. Выгоды очевидные у Путина. И он сможет торговать, как раньше, и с Россией, и с Китаем, и с Европой.
Ну, плюс еще там укрепляются акции, цены растут от разницы цен, вот это все. То есть Украина сейчас в военно-политическом смысле на обочине, а будет еще и вот в этом энергетическом и санкционном. Кто-то скажет, санкции поотменяют? Нет, не поотменяют. Просто с теми санкциями и теми наценками, которые сейчас, ты смотришь на рынок и понимаешь, что выгоднее под санкциями торговать с Россией, чем вот это вот сейчас с Ормузским проливом бодаться. Это выгода. Выгода для Китая. Тоже полуконспирологическая, но теория. Китаю нужно, чтобы Трамп встрял в Иран, как условно Россия встряла в Украину. Надолго. На год, на 2. Ну, там, еще в Украине 4. Чтобы качать внутриамериканскую ситуацию. Там за 3 дня госдолг увеличился США на 100 миллиардов. За 3 дня. А представьте, что будет за 30, ну, например. Да? То есть все это тоже видят и просчитывают. Поэтому тут как бы не прямая, но определенная выгода для Китая есть. И где он будет со своими пошлинами, когда вот это все, скажем так, будет шатко за эти 4 недели, ну, только объявленных Трампом. Поэтому тут если посмотреть с этой ситуации на эту сторону, то есть выгоды у России, и у Китая. Просто они не такие прямые и очевидные в контексте вот именно вот войны, военной войны. По поводу Китая частично согласен. Почему частично? Потому что я не уверен, что перечисленные вами выгоды, они в состоянии компенсировать ущербы и потери от закупки иранской нефти и газа. То есть пока что это не идет. Это некоторые плюсы, которые, по-моему, сильно не догоняют до того, что они сейчас потеряли. А по поводу России, конструкт, конечно, верный. И есть только одно слабое звено. Год 2026, а не 2015 или 2016. Почему? Потому что до 2014 года в России, ну, это чисто колониальное правило такое было, работало так называемое бюджетное правило. Бюджетное правило означало, что любые деньги, которые Российская Федерация выручает за цену нефти свыше $96 за баррель, а напоминаем, тогда это были и 120, и 140 долларов за баррель, она должна вкладывать в резервы в Манхэттенском там международном сеттельмент-банке. То есть это была колониальная дань, которая звучала как резерв, но резерв это не есть дупло белки, где она складывает какие-то свои заначки, а резерв это залог, который остается в руках противника твоего для того, чтобы если ты что-то пикнул, он смог у тебя это забрать. Вот такие это были резервы. А сейчас не 96, а если помните, согласно всех этих пакетах санкций, максимальная цена возможной закупки российской нефти была обозначена на 47,50 долларов за баррель при условии, что нынешняя реальная цена, ну, буквально пару-тройку дней назад была 70-80, что называется. А после какого-то там, где-то недельку с небольшим назад, дополнительно, по-моему, какой-то там, ну, на уровне Европейского Союза снизили еще на 2,5, то есть 45 долларов за баррель. То есть неважно, какие мировые цены, над российской ценой, которую Россия может выручить, во-первых, есть рубеж отсечения 45, то есть нефть может стать и 200. Россия не имеет права больше 45 получить. Раз. Во-вторых, охота за российскими танкерами и даже уже газогрузами тоже продолжается, их поджигают. И в-третьих, 20-й пакет санкций предусматривает, он еще, конечно, не введен, согласен, но он предусматривает полный запрет на закупку любого российского газа и нефти, без разницы по какой цене. То есть останутся покупатели. 2 недели назад, если помните, Индия, вообще-то Трамп там нажал, они отрубились, сделали какой-то баланс с какими-то там пошлинами, взаиморасчеты, взаимозачеты и прочее. То есть то, что безусловно, нужно возвращаться к трубам. Я полностью с вами согласен. Потому что у них просто вариантов нет. Но это не сегодня и не сейчас. Это даже не в этом месяце. Это даже вполне вероятно не в этом полугодии. Потому что, во-первых, сначала нужно поменять собственность. Я подозреваю, что одно из условий Трампа для того, чтобы начинал снимать санкции с Российской Федерации на случай, если они подпишут, а мы только что уточнили, какие примерно очередные дедлайны, которые могут быть нарушены в сторону
дополнительного удлинения, будет передача и северных потоков, и других в руках тоже правильных американских компаний. Россия пусть добывает вот этот газ, а вот транспортировать и продавать Германии должны быть правильные компании. То есть, соответственно, там опять же вот эта рыночная логика, что раз 20% нефти и газа сейчас закупоривается там на уровне Урмузского там пролива, и, соответственно, мир недополучает процентов, ну, грубо говоря, 20, плюс-минус, естественно, то от этого России будет хорошо, потому что вот трубный газ. Трубный газ, да, однако не имеют права его покупать. И если они будут его покупать, Трамп следит, и за этими банковскими расчетами следует достаточно жирное, ужасное наказание. То есть, это, как у нас в Болгарии говорят, ты воду пощей, а жадный, то есть, не можешь пить воду. Ну, вот такая у них ситуация. Возможность есть, а вот на самом деле это невозможно. Пока не разломается именно этот конструкт, отмена санкций, согласие США, ремонт трубопроводов, соответственно, изменение полномочия, прекращение огня и всего остального, что, конечно, мы ожидаем, что произойдет в 2026 году. В марте, я подозреваю, даже и в апреле, и в мае 2026 года, ни Россия, ни Китай никакие существенные выгоды не увидят. Ну, я так подозреваю. Конечно, я могу ошибаться, и вы, может быть, более правы, чем я. Я это тоже готов допустить. Нет, ну мы дискутируем, конечно, это все дело такое, да. Эх, да, значит, давайте перейдем к вопросам нашей уважаемой аудитории. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк, если видите и слышите на каком-то из каналов, да, то есть поставьте лайк. Это очень важно сейчас. И проверьте, подписаны ли вы или нет на этот канал, потому что в последнее время YouTube подписывает. Я думаю, что Пламен это постоянно повторяет? А потом так посмотрел, думаю, ё-моё, а там правда. Поэтому, в общем, проверьте, подписаны или нет, колокольчик работает или нет. Пламен, поехали, режим Блиц, ответы на вопросы. Добрый день, Пламен. Между Россией и Ираном существует договор о сотрудничестве. Как скоро мы увидим в небе над Персидским заливом российские герани, перекрашенные под иранские шахеды? И смогут ли герани с ракетами воздух-воздух поменять баланс сил в этой войне? Дмитрий интересуется. Ну, герани мы уже увидели, если верить РБК Украина. А вот деталь по поводу герани с ракетами воздух-воздух, это вот прям нечто интересное. Герани действительно очень сильно более усовершенствованная версия, чем изначальные шахеды, на базе которой они были построены. Я даже уверен, что действительно производственные мощности Российской Федерации сейчас по поводу герани вполне вероятно сильно больше, чем то, что Иран может производить, либо уже произвел. Такая помощь была очень кстати и очень вовремя. Но я не могу себе представить логистику доставки этих герани туда. Я не могу себе представить, где и как это, и кто будет это делать. Это, конечно, самолетами туда не загонишь, потому что небо над Ираном просто закрытое. Все. Так по Каспию, ну... Да, вы правы, по Каспию. Ну, да. Иран гнал же эти суда. Украина же, помните, радовалась. Мы поразили иранское судно. Ну, вот несколько недель назад. Вы правы, вы правы. Я сразу стал думать о дальней логистике. Вы совершенно правы. Да, безусловно. Тогда ответ положительный. Если Россия действительно там у руля стоит лицо мужского политического пола, мы должны очень скоро, причем максимально скоро, наверное, завтра, послезавтра, увидеть в небо над, скажем так, над Ираном герани, которые сбивают рипоры, которые сбивают рапторы, которые даже, почему бы не пытаться охотиться за другими там ценными американскими объектами в регионе. Да, безусловно. Так, значит... Видите как? Я тоже слабинку даю иногда. Василий, Одесса. Пламен. В одном из эфиров у Александра вы утверждали, что болгарская армия не воевала против СССР на Восточном фронте. Вопрос. Как вы считаете, выполняя полицейские функции на территории Сербии и Греции, болгарская армия тем самым давала возможность вермахту отправлять на Восточный фронт освободившиеся части? И что вы скажете сегодня? Братушки такие воевали против СССР? И не говорите, пожалуйста, что вы имели в виду то, что именно болгарского солдата не было на территории СССР. Вы, надеюсь, не считаете, что в Батаке русская армия окрасила камни в красный цвет? По скриптум это был. Ну, в Батаке происходила резня.
1876 год, когда было поднято апрельское восстание. Причем резня была ужасная по причине той, что болгарские мусульмане, которые у нас называются пумаки, которые были, скажем так, статусом выше в Османской империи именно из-за того, что они были мусульмане, их конвертировали в ислам насильно, но когда они были уже конвертированы 220 лет назад, они получили другой статус, другое налоговое обложение, право воевать и всякое такое, быть вооруженными на конях и так далее. То есть они поднялись и вырезали других болгар, только христиан в Батаке времен вот этого восстания. И там есть церковь, там ужасная история. Практически то же самое, что происходило с Боснией и с сербами в 90-е годы 20 века. Подробно сейчас рассказывать не буду, я прекрасно понимаю, что он имеет в виду. Надеюсь, не стоит это долго рассказывать. Я продолжаю настаивать на том, что Болгария не только не воевала на Восточном фронте. Но у Болгарии были сохраненные дипломатические отношения с Советским Союзом. И именно по этой причине в Болгарии работало советское посольство в Софии. И это советское посольство в Софии общалось с немецким и с другими британскими и американскими посольствами, опять же в Софии. Просто потому, что Болгария действительно находилась в статусе не воевавшей стороной с Советским Союзом. А то, что наша так называемая оккупационная армия была в сегодняшней Македонии, это все равно сказать, что освободительная армия Российской Федерации, СВО, сейчас находится на территории Украины. Для нас Македония – это наша Украина. Это те же самые Болгарии. Более того, на территории именно нынешней так называемой Македонии, для нас Вардарская Болгария, находится город Охрид. Там работал Климент Охридский. Климент Охридский – это один из 5 учеников Кирилла и Мефодия, где он, именно Климент Охридский, создавал нынешнюю нашу письменность, которую мы неправильно называем кириллической, потому что Кирилл и Мефодий создавали глаголицу, у которой есть всего 2 знака, которые общие с сегодняшними буковками. О, Ш и еще там, там может быть. Так, значит, следующий вопрос. А то долго пойдет. Да, новость про Буданова и праздник немного шокировала. Украинцы кто вами правит, вспоминаю прогнозы. Кажется, эти прогнозы действительно воссозданы. По поводу новости про Буданова, это вот сегодня вышло, что глава Офиса президента праздновал с иудеями Пурим. Кирилл Буданов и его зам Ирина Мудрая посетили иудейскую общину Киева. Буданов и Мудрая отпраздновали Пурим. Сообщается, что праздник начался с чтения свитка Эстер, да, после чего состоялось праздничное застолье. Иудеи передали пуримские наборы военным. Кирилл Буданов выступил с приветственным словом и поздравления. А ранее, 2 марта, Буданов вместе с Зеленским поужинал с мусульманами на ифтаре. Вот как бы эта новость шокировала пользователя. Что скажете? Ну, я понимаю, почему он шокирован, однако, знаете, это уже такое политическое требование для такого политического поведения, потому что у нас в Болгарии мы это тоже видели, то есть это уже буквально, еще раз, требования, внешние требования к политикам. Все болгарские президенты обязаны, грубо говоря, отмечать Хануку и отмечать Пурим. По поводу Пурима не скажу, но по поводу Хануки они приходят и вместе с еврейской общиной Болгарии это делали. То есть это интересный такой вопрос, почему на некоторых церковных православных праздниках мы их не так видим, либо вообще не видим, а вот на это да. И по поводу ифтара, вот это там завтрака, ну, мусульманского, который там, они тоже, хотя мусульман в Болгарии 8 с чем-то процентов, евреев пару-тройку десятков тысяч, ну, меньше 50 тысяч, это точно. Раньше, конечно, было больше, но все они уехали в Израиль после 1947 года. Ну, не знаю сколько, но меньше 50 тысяч, это точно. А вот любой болгарский президент и так далее, они на эту ханукальную там свечу, они присутствуют, кипу носят и все остальное. Раз Буданов такое делает, значит, Буданов точно один из кандидатов, причем вполне вероятно даже фаворит. Потому что раз он выполняет вот Понятно, да, к иудеям пошел праздник. Конечно, фаворит.
Значит, вопрос Пламен Александр. У меня отец из Белгорода, мама из Подволчанска, а ее мама из Великого Новгорода. Но меня считают украинцем. Почему родившиеся в Украине евреи в любом варианте все равно евреи? Хотя большинство не знают евреи-то. Откуда такой подход? Спрашивает Руслан. Более того, большинство не знают и идиша. Так что мне это, конечно, интересный вопрос. У меня есть знакомая, доктор Алма Бен-Арой. Она с 91 года уже в Израиле. Это дентист, человек достаточно грамотный, с широкой общей культурой. Она из района города Самоков, Болгария, Рила, там, в горах. Очень хороший такой городок. И мы с ней общались на эту тему, и даже я записывал длинную передачу, и она мне обещала сделать ту же самую передачу и на русском языке. Это было в июне прошлого года. Там потом закрутилось. Наверное, я все равно ее попрошу, потому что для нее действительно один из главных вопросов, которые люди в мире не понимают. Что является такое еврейство, и когда человек становится евреем? Опуская всю эту длинную, невероятно интересную, познавательную историю, это действительно стоит послушать подробно, а не сейчас в режиме Блица, она говорит так. Евреи сегодня являются те люди, у которых предки когда-то были иудеями. Это не есть этнический, это не есть языковой определительный термин. Этот термин определяет единственно только то, что либо сегодня, либо когда-то в прошлом у вас предки были иудеями по вероисповеданию. Она относит себя и более 80% населения государства Израиль к так называемым нерелигиозным евреям. Я сказал светскими, не говорит, мы нерелигиозные. А нерелигиозные, мягко говоря, имеют достаточно тяжелый конфликт с религиозными евреями, которые в том же самом Израиле. Поэтому, если они где-то как-то родились, и, как правильно он определил, у нас род вообще-то разбросан с сторон границы, причем на достаточно обширной территории, это с многими, и у нас в Болгарии, так и на территории Советского Союза все друг другом там поженились, я прекрасно это понимаю, да и времен Российской империи, как уж. А вот евреи, они были в чертах оседлости. В этих чертах оседлости, опять же, это было единственное только по критерию вероисповедания. Не, скажем так, антропологии, не расологии и другим. Это единственное только по критерию вероисповедания. Соответственно, если мы сегодня видим абсолютно светские, можно сказать, нерелигиозные евреи между нами, у меня есть друзья в России, врачи, коллеги, всякие, они абсолютно неотличимы от нас с вами. И по поведению, и по культурному коду, и по интересам, и по всем остальным. Просто фамилия у него звучит вот так. По-еврейски, либо он говорит, я еврей, я, типа, иногда дома там есть, в синагогу не хочу, с Реби не видался, там, с детских времен и так далее. Вот такие, вот такие. И поэтому я очень против, чтобы ради грехов ультраортодоксальных, либо тех, которые действительно, мягко говоря, как сказать, поприличнее, вы понимаете, что я хочу сейчас замолчать, дабы не подвергать наш канал каким-то, скажем так, угрозам ютубным, потому что они тоже там ребята сверхчувствительные. Скажем так, в отличие от ультраортодоксальных, нельзя малять абсолютно всех единой черной краской. Потому что таким образом мы становимся практически фашистами, потому что мы всех ради некоторых начинаем считать какими-то плохими или недолюдьми, и мы заставляем их, чтобы они чувствовали себя в угрозу, и они должны обороняться. Обороняться, и они капсулируются у себя, и они не могут нормально общаться с нами. То есть, вот этот бытовой антисемитизм – это зло, это плохое, это начинки фашизма. А если, давайте скажем очень просто и закроем эту тему. Я не имею абсолютно ничего против тех евреев, мусульман и других христиан либо атеистов, которые не имеют ничего против меня, моего народа и людей, как я. Но я имею против абсолютно любого человека, в том числе и болгара, который имеет против Болгарии. Есть такие, как есть русофобы в России, есть и болгарофобы в Болгарии. И мне не важно, от какой он религии. Если кто-то в религиозных канонах своих ставит, что я недочеловек, я гоим, я скот и так далее, вот это точно не мой друг, и у меня точно адекватное к нему отношение. Абсолютно рецепрочные. Вот этих я терпеть не могу, и этих я, да. А вот остальных, которые тебе ничего плохого не сделали,
Ну, слушайте, ну, начните. Кто победил фашизм? Те, которые освобождали Освенцим, Дахау, Бухенвальд и так далее. Ну, Биркенау. Ну, нельзя уподобляться. Ребят, просто нельзя. Потому что вот именно этим их общим подходом он на этом и был построен. И мы не должны быть так. Вот это расчеловечивание в этой братоубийственной войны. Что украинская сторона, вернее, руководство, украинской стороны нет, есть нынешнее руководство Киева, расчеловечивает русских в целом, не только те, которые принимали это решение, либо в целом. То, что с российской стороны, ай, хохлы, ай, вообще-то, эй, такие высоки. Ну, это свинство. Это свинство до добра не доведет. Ну, ладно, я обещал коротко, вышло не коротко. Да, значит, ну, давайте, да, эту тему закроем, хотя тут реакция чата, конечно, она понятна. Бурная, ожидаемо бурная, да. Значит, ни Рубио, ни Венс не имели внятной позиции по операции в Иране. Лидеры Ирана были ликвидированы, так как не были в укрытиях. Операция должна была закончиться так, как и предыдущая. Скажите, это подстава Трампу? Думаю, нет. Я понимаю, что ожидаемый ответ, наверное, должен быть, да, подставой, и, соответственно, можем уже глаголически играть танцы на бубнах по поводу вот этой интрижки, но, думаю, нет. Просто Венс, в отличие от Трампа, служил, настоящим солдатом был, и он лучше смыслит в военном деле, и он прекрасно понимает, насколько сложно, неоднозначно и не гарантированно вот эта акция слишком далеко от берегов Соединенных Штатов Америки. И, наверное, даже в курсе, что есть определенные проблемы с логистикой и с количеством боеприпасов, которые применяются. Да, подавляющая мощь на первые 3-5 дней мы ее увидим. Вопрос в том, насколько долго. И самое главное, до какого результата это должно довести. Если только разрушение, мы видели 12-дневная война, потом Иран восстановился. А дальше по списку. А сейчас что? Если они не захватят наземные структуры и не будут их удерживать, и не будут таким образом шантажировать, контролировать и поменять политическое поведение руководства Ирана, они ничего не добьются, и это будет поражением. Причем Венс именно поэтому... Вот восстановился интернет, опять что-то крамольное сказал, и опять что-то где-то угас. Да, видимо, опять какая-то крамола. Ну, видите, нестабильная связь. Но, тем не менее, надеемся, что все-таки... Ну, вообще, что сейчас стабильно, да? И аэропорт, и связь, и все остальное. Старлинг! Александр, нам к Старлингу надо прицепиться. Ну, мы не такие старые, как линки. Друзья, всем большое спасибо. Вот пишите в чате, да, задаете свои вопросы. Значит, смогут ли Россия и Китай сделать так, чтобы США и Запад увязли в войне? Это один вопрос пользователя, а второй того же пользователя вопрос, так как кто заплатит за танкер, газовоз российский? Ливия, Европа, российские налогоплательщики? Последний ответ, к сожалению. Да, друзья, всем большое спасибо. Новый линк купите, да, новый. Спасибо большое за то, что, значит, гражданские спутники конфисковали, пишет. Ну, знаете, после того, как чат GPT, Пентагон сказал, будем использовать чат GPT в полезных своих целях, военных целях, как-то все вроде как порадовались, сказали, о, ничего себе, чат GPT, а другие устроили бойкот. Поэтому тут тоже такая палка о двух концах. Пламен, спасибо большое за время мысли и за этот прямой эфир. Завещание надо обновить, если не чатом GPT будут заниматься. Братья и сестры, товарищи, дамы и господа, господа офицеры, господа не офицеры, не пьющие, друзья, не друзья, троллы и боты, враги, вы тоже люди, вы все понимаете, мы тоже все понимаем. Выключите, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, и все у вас приложится. Всего вам доброго, будьте с нами, продолжение обязательно следует. Друзья, добра и света, увидимся обязательно. До скорого.